Анна, сегодня вы одновременно художница, галеристка и руководитель культурной ассоциации. Как вы сами представляете себя людям? Какая из этих ролей для вас на сегодняшний момент главная? Прежде всего, я художник. От этого, собственно говоря, и сформировалась дополнительная деятельность как галериста. Я объединяю художника, я делаю развитие художественного направления для художников не только в Испании, но и на международной арене. То есть мне это очень интересно, и я смотрю на профессию галериста не с точки зрения коммерциаль, а с точки зрения художника. Поэтому, собственно говоря, прежде всего, конечно, я художник. Я знакома с твоими работами, они мне очень нравятся, но я знаю, что по образованию ты архитектор. Как произошел, что произошел переход от архитектора к живописи? Но архитектура для меня — это, наверное, базовая линия, которая мне всю жизнь только помогает, структурирует и направляет меня вообще во всех моих начинаниях, которых я только не брала. За всю свою жизнь я работала архитектором, и дизайнером, и художником, и дизайнером интерьеров, и дизайнером ландшафтным, и что я только не делала. И у меня была марка одежды, и все это помогает мне именно архитектурное образование, потому что именно архитектурное образование, оно как-то дает стержень, базу, и после архитектуры, мне кажется, ты ничего не боишься. Вот. И, конечно, когда я окунулась просто в мир живописи, я поняла, что мне не хватает какой-то структурности и целенаправленности. И в этом мне опять помогла архитектура. Архитектура развития нового направления, как художник-галерист. Я была как раз на твоих показах. Очень красиво. Да? Да. Вот, и знакома с твоими работами. Вы живете в Барселоне уже более 20 лет. Как этот город повлиял на вас, на ваше творчество, как художника? Наверное, Барселона — это моя самая большая любовь, потому что Барселона — это не просто город, это музей. Барселона в себе объединяет все, что я больше всего люблю. Это природу, архитектуру, искусство и людей хороших. Здесь действительно очень хорошие, толерантные, добрые люди и очень гостеприимные. И даже в самом плохом настроении, когда ты идешь по Барселоне, конечно, тебя впечатляет архитектура даже спустя 20 лет. То есть 20 лет я хожу по одним и тем же улицам, и каждый раз я впечатляюсь и говорю: Господи, большое спасибо, что я живу здесь, потому что я постоянно нахожусь в состоянии, наверное, вдохновения. Вот Барселона меня вдохновляет ежесекундно. Как я тебя понимаю, потому что аналогично. Да. То есть я иду, даже маленькие бутики, они, в принципе, как маленькие музеи, арт-объекты. Да, арт-объекты. Каждая улица, каждый дом, даже в самых отдаленных районах иногда удивляет. Иногда удивляет каким-нибудь муралом, кто-нибудь нарисовал что-то на стене, или какой-нибудь необычайный подъезд, или какой-нибудь купол, который уже давно заброшен, и там живут голуби. Но это не может не вдохновлять. Есть вещи, которые в Барселоне есть только в Барселоне, ни в каком другом городе. Ну и плюс ко всему, конечно, с точки зрения архитектуры и градостроительства, Барселона не может не удивлять и не впечатлять, потому что этот градостроительный план параллельных перпендикулярных улиц, удобство и то, что ты можешь добраться в любой конец города, в принципе, за полчаса, за 40 минут, это невероятно интересно. В вашей жизни был какой-то определенный момент, когда вы поняли, что вот искусство должно стать не только вашим личным, скажем так, творчеством, но и вашим профессиональным делом, мастерством? Искусство всегда было моим единственным, самым важным делом моей жизни с самого рождения. То есть я начала рисовать еще до того, как начала ходить, и всю мою жизнь я только делала, что что-то творила. И рисовала, потом уже началась и скульптура, и архитектура, и даже создание татуировок, и ландшафтный дизайн, что я только не делала. Вот, поэтому, в принципе, я из мира творчества не выходила ни на один день. А как появилась идея создать Артек? Почему вы решили открыть собственное пространство? Это не первое мое творческое пространство.
До этого было большое творческое пространство вместе с моей подругой мы открывали, это было 10 лет тому назад. Потом еще одно было творческое пространство, которое тоже было арт-бар и галерея. Это был мой первый Артек. И на базе одного большого ресторана было. Но, к сожалению, ковид внес некие изменения. И вот это уже третье мое пространство, которое уже 4-й год у меня. И я являюсь единственным инициатором этого проекта. И это не может не вдохновлять меня, потому что я ответственная, я и принимаю решения. Это, конечно, очень удобно. Вот. И находится в очень хорошем районе, в самом центре, и мне очень удобно до него добираться, и это мое место силы. И, конечно, я когда... У меня нету никаких пространств, да? Вот был у меня момент, что я создавала свои картины дома, там у меня была мастерская, все равно мне не хватает социума. А так как я не очень... С одной стороны, я очень социальный человек, и вместе с тем я не очень социальный человек, то есть мне примкнуть к какому-то социуму, какому-то маятнику тяжеловато. Мне хочется создавать вокруг себя этот социум. Поэтому я пришла к выводу, что если я хочу больше людей в своей жизни, я должна сама создать свой маятник, свою циркулу, и приглашать людей, собственно говоря, этим я и занимаюсь. Я создала свой социальный клуб, культурную ассоциацию, и у меня очень много членов этого клуба, с которым я уже работаю, уже вот будет 4-й год. Сейчас ожидается больше проектов, больше интересных инициатив и развитий. А что обозначает само название Артек? Артек — это, в принципе, ассоциации, ничего конечно, тут такого сверхъестественного нету, но да, 25-м кадром идет где-то Артек. Это была одна из идей. Подумала я, что когда человек будет проходить по улице, именно наш человек подумает, что тут есть прошивка наша. Но, очевидно, это просто артистичный проект. Базой являлась первые 3 буквы «Арт». А тег — это, конечно, тут нету ничего технологично сложного, но какая-то тоже структурность моих идей заключается в этом окончании. Всем привет! Я Эрика Вейс, фотохудожник. Надеюсь, мир искусства вам нравится точно так же, как и мне, потому что сегодня в гостях у нас на подкасте Анна Хора, художник-галерист. Чем отличается Артек от других галерей? Что вот входит в структуру Артека? Ну, отличия есть. Во-первых, это не просто художественная галерея, это клуб, это ассоциация художников, где абсолютно неважно опыт художника, возраст художника, ничего, национальность. Здесь, в Артеке, я помогаю развитию любых творческих инициатив. Ну, естественно, конечно, в лимитах законодательства. Вот. Но на самом деле, так как я художник, и я чувствую боль художников, которые там не реализованы, которые не знают, с чего начинать, как выставиться, которых не пускают в другие галереи. Я не говорю только про аутсайдеров. Я говорю в принципе о художниках, которые иногда очень талантливые, но у них, допустим, нету какого-то вот коммерческого начала, да, и они не знают, с чего начинать. Они подходят к дорогим галереям и не знают вообще, показывать им свои работы, не показывать, сколько это стоит, потому что все галереи берут деньги за то, чтобы тебя выставили, и иногда ценник просто запредельный, и комиссионные огромные. Я, так как я художник, я поставила самые экономичные, самые хорошие цены для художников. И чтобы еще улучшить условия и развитие для художников, я создала ассоциацию, где членам ассоциации почти вообще все бесплатно, и художник может на целый год расписать себе программу выставочную в Артеке, которая может войти в его портфолио, которая может в будущем помочь
его развитию на международной арене. То есть моя политика — это помочь дать старт художнику. И даже художнику, у которого есть уже имя, это еще один дополнительный ему плюс и выставление в Артеке. И я дополнительно делаю кураторскую программу и связываю художника с другими галереями, которые находятся во всех уголках Вселенной. И я как куратор, я подписываюсь под каждым художником, и я представляю этого художника в разных галереях во всем мире. Да. Там, где закрыт вход для обычного художника, как единицы, в тех галереях, где, в принципе, не работают с одними художниками, только работают с галереями, вхожу в игру я, как их руководитель, как их куратор. Поэтому, конечно, я очень сильно отличаюсь от других галерей. У меня не просто подход как галериста и художников, у меня семейный подход. У меня мои художники — это уже как моя семья, как мои дети. И я за них искренне болею, и я искренне хочу, чтобы у них все получилось не только в Барселоне, не только в Испании, но и на других международных площадках. И для меня это будет самый большой бонус, для меня лично, самая большая награда. Почему я еще не в клубе? Поговорим об этом позже. Да. А чего вам не хватало самой в других галереях? Человеческого подхода. В основном все галеристы, они достаточно надменны. Они отбирают себе художников, не объясняя, допустим, почему ты входишь в это количество избранных, почему не входишь. Они просто говорят, не знаю, ты не подходишь. Ничего не объясняя абсолютно. Плюс ко всему, другие галереи, особенно в Барселоне, они чрезмерно дорогие. Допустим, какому-нибудь художнику заплатить за одну выставку 500 евро за 3 дня без никакой гарантии, что ты продашь картину или не продашь картину. И если, дай бог, продал, то ты должен еще 50% заплатить за комиссию, и художник просто остается ни с чем, учитывая то, что сколько он потратил на эту картину, сколько он потратил сил, энергии и так далее. То есть дай бог, чтобы художник хоть какой-то плюс вышел. То есть, но в большинстве своем художник не выходит ни в какой плюс. Даже на ярмарках. Даже если он продал все на ярмарке, с учетом комиссии, транспортировки, страховки, то чаще всего художник только в портфолио он выходит в плюсе, а в кошельке в минус. А вот Артек вы воспринимаете это как бизнес, как культурный проект или сообщество людей больше? По большей для меня части, лично, скажем так. Или да. для других? Для себя лично. Для меня лично это какая-то, мне кажется, больше это миссия. Я не вижу в Артеке какого-то... Да, я не вижу в Артеке какого-то для меня большого заработка в будущем, чтобы я могла потом купить яхту и совершенно спокойно путешествовать. Артек мне дает смысл жизни, что, в принципе, по нынешним меркам это большое счастье. Мне дает вдохновение. И когда я вижу счастливые лица своих художников, мне дает это столько сил и уверенности. Я пишу картины, которые я тоже продаю. Которые продаю не только в Артеке, я продаю на разных тоже платформах. И, конечно, я счастлива. Счастье, не заменит никакие деньги. Я не умираю от голода, все равно какой-то доход я получаю от этого. Если бы я не зарабатывала на Артеке, я бы столько лет не была открыта. Но это не те деньги, ради которых стоит столько работать, сколько работаю я. Потому что если вы спросите у каждого художника, с которым я работаю, они скажут, что я работаю все дни в неделю, даже если я закрыта. Я работаю из дому, я работаю из отпуска. Я делаю огромный объем работы, я создаю огромные выставки с нуля. Я занимаюсь полным циклом, я не могу никому это дать, никому доверить, потому что я делаю полностью и идея, и дизайн, и подбор художников, и переписка с ними, и полный цикл я делаю. Плюс ко всему, когда начинается художественная выставка, инаугурация, представление художников полностью, их презентация, все это делаю я. Так что
объем работы огромный, плюс ко всему у меня сейчас в этом году, с сентября, огромные проекты, и которые я сейчас подготавливаю вплоть до августа следующего года. То есть уже расписанные выставки, коллективные, индивидуальные, расписанные лекции, которые, допустим, для человека с улицы будут стоить там определенную стоимость, для члена клуба либо бесплатно, либо копейки. То есть я даю своим socios, я даю не только выставку, некоторые выставки бесплатные, некоторые по скидкам, но я и даю возможность снимать мое помещение, допустим, не знаю, для своих личных целей, для мастер-классов, для уроков рисования, для, не знаю, что бы он не хотел, даже для своего дня рождения, с огромными скидками. А вот кто из художников уже входит в созданный клуб? Их много? Их достаточно, да. Я, в принципе, еще готова принять больше, но я не могу сказать, это не 1, и не 2, и не 10 человек. Когда приходит новый художник, как вы оцениваете его творчество для того, что вот вы будете позиционировать его как члена клуба и будете помогать ему в выставках? Чем вот вы руководствуетесь? Интересуюсь даже больше для себя, потому что я хочу стать уже, я поняла, вашим членом клуба. Конечно, кроме таланта, что важнее, в принципе, очень важнее, важен талант, но если... Очень важны человеческие качества, очень важна искренность, потому что когда ко мне приходит человек и начинает из себя изображать то, кем он не является, это, в принципе, очень считывается, потому что, не знаю, может, это интуиция, может, это уже опыт, который тоже есть, а может, человек просто плохо это делает. Я не люблю, когда мне врут, я не люблю, когда человек... говорит то, чем не является. А когда, наоборот, человек приходит, как недавно ко мне пришел один мужчина, и он говорит, я не считаю себя художником вообще. А я смотрю на его работу, и я хочу плакать. Мне настолько не хватало, настолько шедевральных работ давно. То есть очень талантливые ребята, но есть просто гениальные. И я смотрю, боже мой, это же Мане, не знаю, очень красиво. И человек абсолютно говорит, я не являюсь художником, я совершенно другим занимаюсь. И, возможно, он уличный артист, то есть он абсолютно не богатый человек, абсолютно без имени. То есть резюме абсолютно профессиональное резюме вы не спрашиваете? 0. И я смотрю работы потрясающие. Я показываю своим друзьям, которые не являются художниками, которые далеки от творчества, и они смотрят, они говорят, боже мой, сколько стоит эта картина? Я говорю, ты не поверишь. Он вообще хочет, я не буду говорить сколько, но это очень мало. Он говорит, за столько продаж, все остальное тебе. Я, естественно, никогда на такое не пойду, но, конечно, я хочу продать его как можно дороже и отдать ему его полагающиеся проценты. То есть мне проценты, а ему основное тело. И эти люди меня вдохновляют. Меня вдохновляют люди, которые горят творчеством, которые не могут не писать, которые... Настоящий художник никогда не уверен в себе, что самое интересное. Он никогда не уверен в себе, он всегда знает, что где-то кто-то лучше, где-то кто-то талантливее, где-то кто-то опережает время. Комплекс самозванца. Конечно. Да? И когда человек приходит и говорит, я настоящий профессиональный художник, я в этом уже съел собаку, мне не с чем с этим человеком говорить. Значит, он достиг своей вершины. Я, конечно, буду с ним сотрудничать, но раз он уже и так все знает, что я ему могу сказать? Молодец. Класс. Я за тебя очень рада. А как вы тогда уже отбираете работы готовые для выставок, для персональных выставок, для коллективных выставок? Каждая выставка имеет свою тематику,
Каждый имеет свою какую-нибудь особенность. Допустим, бывают выставки малого формата, бывают большого формата, бывают выставки на определенную тему. Не знаю, у нас была очень интересная выставка «Глаза, зеркало души». И вот, да. Как я ее пропустила? Я люблю глаза. И все люди... Она, в принципе, очень обширная, и она там туда включалась и абстракция, и реализм, и скульптуры, и все на свете. Очень было интересно, потому что в итоге все люди подошли, и там девушка принесла рыбы, в которых глаза. Ну, очень интересная выставка. И, ну, вот, допустим, да, и тут в эту выставку включают и все стили. Была выставка только портретов, были выставки только в стиле абстракционизма. Ну, то есть, и когда, допустим, есть уже тематика и какой-то концепт, то, конечно, уже отбор, исходя из этой тематики, идет. Или, допустим, из формата. То есть тогда уже легче отбирать картины. Ну и помещение у меня не очень большое. Это если раньше первая наша галерея это было 900 квадратных метров, то сейчас у меня всего там 40 квадратных метров выставочного пространства. Это очень мало, очень мало. Ну, достаточно на данный момент. Мне достаточно, потому что если, допустим, персональная выставка, то у каждого художника, в принципе, для персональной выставки не наберется больше 25 работ. А они вот отлично вмещаются в мою галерею. Для коллективной, конечно, выставки маловато. Но я, допустим, в позапрошлом году делала такую выставку-конкурс в ресторанах. В больших ресторанах я заключаю договоры и делаю выставку живописи. И на протяжении 2-4 недель все клиенты этого ресторана, они получают формуляр для голосования, который я распечатываю, и победитель этого конкурса получает деньги. Второе место — это индивидуальная выставка в галерее. Третье место — это бесплатное участие в какой-нибудь из коллективных выставок. И это особенно интересно, потому что человек приходит не только поесть, но еще поучаствовать как жюри. То есть это очень интересный эксперимент, потому что хозяева, допустим, ресторанов, в частности, допустим, ресторан Нео Бистро, привет, Нео Бистро, вот, они даже комментировали, что люди приходят, они не просто смотрят меню, они сразу встают, и они себя чувствуют очень важными. Они сразу начинают осматривать помещение, осматривать картины. Да? Задействованы, да. Они начинают между собой спорить, какая картина лучше, какая хуже. И это очень интересно, потому что сразу какой-то интерактив подключается. Очень хороший интерактив. И, конечно, и художникам, которые, допустим, надеются, конечно, продать. Но в этом случае тут еще задействован этот конкурс, и это так приятно, когда человек еще получает деньги, конверт с деньгами наличными после этой выставки, или, допустим, бесплатная индивидуальная выставка. Я не могу передать, насколько эти художники благодарны потом, насколько они счастливы получить свою индивидуальную выставку. В этом году прошла она у Анны Лейб, это каталанская художница, она рисует только животных. У нее было настолько... Она была настолько счастлива получить выставку в центре города. Она собрала столько своих друзей, столько художников, столько галеристов под этой крышей. Она плакала от счастья. Как замечательно. Казалось бы, это всего лишь одно участие, но оно привело ее к индивидуальной персональной выставке, которая сейчас входит в ее портфолио, то там есть и видео, и фотографии. И она с этим портфолио потом в Австрии выставляется. Ее берут больше сейчас на другие международные площадки. Это большой бенефис. Это очень интересно, это очень выгодно для художника. А всего лишь конкурс. Вот отсюда сразу вопрос такой вот. А с какими еще трудностями сталкиваются художники, когда сами пытаются себя продвинуть в галерее? Есть поговорка «один в поле не воин». Это тяжело. Конечно, если есть активные люди, есть очень талантливые активные люди, инициативные, которые делают каждый день рилсы, которые снимают, как они пишут эти картины, которые, вот у них есть эта жилка. Им, этим людям, конечно, в какой-то степени проще. У них есть на это ресурсы, они более публичные. А есть люди, которые
которым это очень тяжело, которым тяжело быть публичным, которым тяжело каждый день что-то о себе говорить, придумывать заново, которым творить картины — это уже какой-то интимный процесс, это уже откровение в какой-то степени. И еще дополнительно что-то наговаривать на пленку, это уже немножко пытка для него. И этим людям, конечно, очень необходимо входить в какой-то социум, кто-то, третье лицо его продвигает. Вот. И, наверное, Артек именно для этого и создан, чтобы кому-то помочь, кого-то подтолкнуть. Даже то, что у тебя есть расписание, что у тебя там 2-3 выставки коллективные в год, это еще какой-то пинок творить, что-то новое написать, что-то сделать новое, интересное, чем-то удивить своих, допустим, коллег по тому же клубу. Это тоже, между прочим. И мы еще ж не просто выставляемся, мы еще потом долго сидим, обсуждаем это. У нас уже какие-то есть свои чаты, у нас свои есть шутки, у нас есть уже какая-то, не знаю, солидарность. Уже внутри нашего клуба люди там, а пошлите на пленэр там, и так далее. У меня редко получается куда-то ходить отдельно от моей галереи, но я знаю, что мои художники очень часто еще куда-то ходят на базе нашего сообщества. Мы обсуждаем другие выставки у других галеристов. И я очень рада, когда мои художники выставляются у других галеристов. Вообще без проблем. Замечательно. Лишь бы был результат. Но вот именно мое сообщество, оно помогает людям объединяться и обмениваться идеями, обмениваться опытом. Какие ошибки совершают художники чаще всего при оформлении своего портфолио и при первых общениях с галереями? Очень много. Сейчас так быстро все меняется. Сейчас то портфолио, которое было еще 10 лет тому назад, сейчас уже не ок. Сейчас вы помогаете? Да, если человеку портфолио? нужно, то помогаю. Но очень часто уже с новыми технологиями, с GPT-чатами уже художники, слава богу, сами разбираются. Но есть люди, которые, допустим, у которых даже компьютера нету. Такие тоже бывают художники, которые очень аскетичные, которые есть только у них краски и мольберт. И максимум телефон какой-то. Но от этого они хуже не стали, как художники. И все из головы берут. Да, и все из головы, да. Который GPT-чат только использует для того, чтобы оценку GPT-чата услышать. Тебе понравилась моя картина? Похвали меня еще. Вот, есть такие художники. Поэтому сейчас очень трудно точно сказать авторитарно и авторитетно, вот надо делать так или так, потому что тенденции меняются сейчас. Естественно, есть какие-то базовые вещи, что в куррикулум, то есть в самом резюме должна быть твоя творческая биография какая-то, там университет, выставки, коллекции, там опыт и так далее. Но опять-таки сейчас очень, конечно, к сожалению или к счастью, очень важна публичная деятельность, и инстаграмы, тиктоки, к сожалению, на это смотрят сейчас. Да, художнику в этом плане иногда тяжело. Видите, вы помогаете не только с портфолио, но и вот даете идею для их личных фотовыставок. Фотовыставок, это я о своем уже говорю, о своих выставках. Какая уже из проведенных выставок или инициатива Артек стала для вас особенно важной или так вот, скажем, поворотной? Мне очень нравится мой проект «Рестарт», который я уже несколько раз провела. Мне кажется, это очень удачная идея для художников и для ресторанов. Если большой интересный ресторан, который вместительный, он, в принципе, эта выставка дать старт для того, чтобы для привлечения клиентов. А для художников это большой объем проходимости, то есть то, чего не может гарантировать ни одна галерея. То есть в галерее, сколько человек за день может пройти? Там в день 20-30 человек, в ресторане сотни. И наоборот, если, допустим, новый ресторан, то наличие какой-то интересной выставки, конкурса
интерактивное. Наоборот, привлекает новых клиентов прийти и проголосовать, и посмотреть что-то новое, и что-то обсудить. Даже между собой люди могут сказать, ты не был на этом конкурсе, там такие интересные работы, и ты можешь проголосовать, и можно обсудить, и так далее. Это всегда, когда человеку дают не только одну функцию сделать, там, покушать и уйти, а что-то еще дополнительное, там, послушать музыку, поучаствовать в конкурсе, дополнительную какую-то информацию получить, полезную, возможно. Это всегда привлекает людей. И рестарт, оно, получается, объединяет все в себе и привлекает больше клиентов, потому что каждый художник потом приглашает своих друзей, клиентов, родственников в этот ресторан, чтобы они проголосовали за его работу. Это так. Это так и работает. Поэтому, конечно, ресторану, чем больше художников, тем больше клиентов. Потому что даже сам художник может туда прийти со своими клиентами и сказать, вот, моя работа здесь участвует. Это, в принципе, выгодно для ресторана. И освещается в интернете все это. А для художника, это, кроме того, что он может без комиссии продать свою картину, напоминаю, что именно в рестарте продажа идет без комиссии галереи. Если, допустим, эта же работа будет висеть у меня в галерее, и я ее продам, я возьму комиссию. А через ресторан комиссии нет. Человек покупает просто сканирование QR-кода. И, конечно, во-первых, если продажа, а продажи достаточно реалистичны, потому что проходимость большая, и если, допустим, цена соответствует самой картине, то, конечно, почему бы человек не... Либо он может заказать потом какую-то другую картину, потому что он увидит стиль и скажет, отличный художник, он прочитал про него, по QR-коду зашел к нему на сайт, связался с художником или по WhatsApp и сказал, мне очень понравились картины в этом ресторане, я хочу заказать у вас еще одну картину. И я не раз слышала, что художники говорили, что, возможно, они не продали через рестарт картины, но они получили новых себе клиентов. Поэтому, мне кажется, это такой уникальный проект, который выгоден для всех в данном случае. И для художников, и для ресторана. Я считаю, что я молодец. Я тоже так считаю. И вообще, я, думаю, конечно, я большой мастер по придумкам. Мне нравится придумать что-то такое, чего нету нигде. А что обычно остается за кадром? Вот работа галереи, и чего посетитель никогда не видит, и во время красивого открытия? Монтаж. Самое интересное — это монтаж. Это то, что остается за кадром, и лучше это не видеть, честно говоря, потому что когда ты начинаешь колдовать, где какая работа, как ее повесить, потому что все картины разные. Одна вертикальная, вторая горизонтальная, третья красная, четвертая рыжая. И надо их как-то совместить, и перед этим надо их всех выстраивать в единую линию и смотреть по тематике, по стилю, чтобы они были и не одинаковые, но и не противоречили друг другу. И технически очень тяжело иногда монтировать, потому что некоторые картины очень тяжелые. У меня бывают такие картины, которые надо 2 человека, чтобы транспортировали. Нужно больше крючков, нужно больше лесок, нужно какие-то дополнительные крепления и так далее. Это всегда очень тяжело, с одной стороны. С другой стороны, когда ты сделаешь, смотришь, боже мой, какая красота. Какая красота, потому что и помещение преобразилось. Я помню с рестораном Нео Бистро, когда я просто там у них раньше очень много раз обедала, и у них был ресторан без картин. Это очень вкусная еда, очень красивый, элегантный ресторан, но без картин он просто вот ресторан. И когда мы первый раз повесили картины, помещение заиграло. Оно заиграло. Так я сейчас, получается, уже год, как закончился меньше года закончился этот конкурс, и ребята сейчас начали взаимодействовать с разными художниками и постоянно делают новые выставки, потому что уже у них получается не просто ресторан, а ресторан-галерея. Очень красиво сейчас получилось. И я считаю, что благодаря в какой-то степени мне. Они, конечно, молодцы, они смельчаки, они пошли на эту авантюру, они сделали развески, они закупились этими оборудованием специальным. Но зато сейчас ты заходишь, и у тебя не просто помещение, у тебя помещение играет искусством. Очень красиво. Замечательно, что есть такой опыт, и что вы такая молодец. А скажите,
Где вы берете идеи для проведения выставок в Ой, Артеке? где угодно. Где угодно, Эрика, я беру. Идеи, вот, например, недавно познакомилась с одной девушкой, абсолютно никак не связана с моей галереей, и она мастер татуировок. Общаясь с ней, я придумала выставку, которую я буду делать, скорее всего, в ноябре, коллективную выставку татуировок. Но что... У меня аж мурашки. Да, Неожиданно. да. Оказывается, я не знала о том, что мастера татуировок для затачивания своего мастерства делают рисунки на коже. То есть они закупают рулоны кожи и делают, набивают, делают себе портфолио. И я хочу сделать выставку коллективную этих художников, именно вот этих вот работ на коже. То есть, и это будет, я уверена, будет очень интересно, когда ты смотришь просто каталог этих кожаных изделий, не знаю, как по-другому, кожаных картин в обычном, не знаю, в каталоге пластиковом, да, и другое дело, когда ты в рамке, мне кажется, это определенная, не знаю, определенная эстетика в этом есть. Это очень интересно. Это, по-моему, новое направление искусства. Да, вот татуировка на это у меня коже. возникло, разговаривая с ней в абсолютно другом. Потому что я смотрела, рассматривала ее тело, а у нее тело было полностью забито татуировками, вплоть до того, что у нее на лбу шрамирование было. И, с одной стороны, это немножко отпугивает, потому что в моей культуре это не сильно как-то популярно. В моей стране как-то мы не настолько развиты татуировочно, но это все равно это искусство, и это красиво. Почему нет? Мне очень нравится эта идея. И чаще всего художники по татуировкам, они не пишут картины, они не рисуют, они чаще всего просто делают на коже, но от этого их мастерство не хуже, чем обычных художников. Они делают такие вещи, от которых просто голова кружится. Сейчас продвинулось искусство татуировок. Да. Это уже арт такой, да? Это шедевры. Да. И креативно, и почему нет, и мне очень нравится, что на коже. Оригинально. Да? Мне тоже понравилась идея очень. И на века. А какая уже из проведенных выставок или инициатив Артек стала для вас вот особенно важной, особенно, вот как бы назовем это, поворотной в вашей жизни? Ой, я, честно говоря, не могу сейчас припомнить. Тут единственное, что я вспомнила, это рестарт. Мне кажется, это оригинальный такой проект. А все остальное, в принципе, каждая выставка интересная по-своему и неожиданная, потому что иногда бывает, делаешь выставку, думаешь, все, успех обеспечен, и не получается. А иногда думаешь, обычная выставочка, что тут такого? Раз, и есть продажи, раз, и идет история после нее. Я не могу сказать, что есть какая-то вот особенная. А если мы отойдем от темы Артек, а вспомним ваши личные выставки, что было таким поворотным моментом? Какая из работ, может быть, вам очень сильно понравилась, запомнилась? Продажа, может быть, какая-нибудь была необычная? Не, все продажи, на самом деле, не могу сказать необычные, но все клиенты, они очень особенные. У меня есть одна картина, которую я написала очень давно, лет, наверное, 12 назад. И ко мне обратился один парень. Я его, даже врать не буду, я его даже в глаза не помню. Но он меня помнил откуда-то. И он сказал, я давно наблюдаю за вашим творчеством. Мне очень нравится все, что вы делаете, все очень разное, все очень интересное. У меня очень маленький бюджет. Как я его понимаю. Мне тоже нравится ваше творчество. И он говорит, у меня очень небольшой бюджет, но я очень хочу приобрести любую картину, вашу любую картину, хоть просто пятно напишите. Просто хоть линию сделайте, но подпишитесь. Мне очень важно это. И я была так воодушевлена этим пареньком, которому не важно было что, лишь бы что-то было, и денег было очень мало. Я даже сейчас не вспомню, какая была сумма мне предложена, что я ему написала одну из самых лучших картин, которые у меня были за всю мою жизнь. Она такая красивая до сих пор, да. Я так постаралась, я
так вышла из себя, я ему отправила эту картину, даже не смог приехать, забрать ее, я ему и отправила. И эта картина потом всю мою жизнь, она стоит каким-то особняком, я ее вспоминаю, я понимаю, что есть вера в меня. И это, конечно, вдохновляет, может вдохновить любого художника, когда в тебя верят, и неважно. И таким клиентам я готова писать и дарить, и бесплатно, лишь бы людям эти картины нужны были. Еще, извините, я тоже вспомнила одну работу. Одна женщина ко мне обратилась в 2014 году, когда у нас начались на моей малой родине военные действия, и она в свой дом заказала мне 4 картины, квадротиптик, на сказочные темы. Тема была, по-моему, Мэри Поппинс, «Обыкновенное чудо», «Маленький принц» и «Алиса в стране чудес». И она попросила меня написать 4 картины в стиле импрессионизма. И я говорю ей, куда вам, они дорогие, это масло, это затратные работы, они дешевыми быть не могут никак, тем более на определенную тему. И сейчас уже начали летать самолеты, куда? Хотите, я вам нарисую, сделаю компьютерную графику, хотите, я не знаю. Она сказала, я делала там 3 года ремонт, и мне по барабану, будет война, не будет. Я хочу завершенный ремонт с вашими картинами. Мне нравится ваш стиль. Я видела на выставке ваши работы. Я хочу именно вас. Мне в галерее в нашей Арт Донбасс меня порекомендовали и сказали, что вот берите там Анну Хору, потому что у нее картины будут расти в цене. Говорит, я хочу именно ваши, они будут расти в цене, и мне все равно на самолеты, на грады, на все равно. И я помню, что я писала эти картины с таким воодушевлением. Думаю, Господи, хоть бы они помогли. И я хочу сказать, что она мне через год потом написала, уже в Донецке были боевые действия вовсю, и она сказала, вот единственное, вот вокруг огонь. Говорит, я смотрю на картину, а тут сказка. Говорит, и хочется верить в лучшее. Она потом мне еще много раз картины заказывала. Но вот вера в художника — это лучше любых денег. Лучше всего. Вера, когда ты знаешь, что твои творения проживут тебя и проживут еще много-много поколений и будут давать человеку импульс какой-то, радость и вдохновение. Вот ради этого мы работаем, ради этого мы, художники, иногда голодаем, ради этого мы не спим ночами, только ради вас. Тогда следующее, Анна Хора, да, как художник, какие у вас планы на будущее? Сегодня какие планы уже стоят? У меня мои планы научиться работать со временем, научиться себя организовывать так, чтобы хватало времени на все. Потому что это, конечно, очень сложно. У меня наполеоновские планы с Артеком, у меня наполеоновские планы вытащить Артек за рамки помещения Артек, чтобы делать проекты в других странах, в других городах, чтобы Артек передвигался, чтобы он не просто было помещение, чтобы это была большая ассоциация, чтобы перейти на какие-то городские мероприятия, государственные проекты. Может, вы к нам приедете? Возможно, да, обязательно. Возможно, создать какой-нибудь арт-объект для Барселоны, какой-нибудь что-нибудь, то, что переживет года. И в этом расписании найти время для себя. Потому что на данный момент, допустим, прошлые годы я как делала? Я работала с утра до вечера в Артеке. Не забываем, что у меня есть семья, у меня есть ребенок, у меня есть мама, и им тоже надо уделить время, и друзья. И получается, иногда у меня едет немножко крыша, и потом я возвращаюсь либо в Артек, либо домой, и ночами пишу картины. И уже прихожу, у меня вот там глаза иксом. И вот и моя основная цель, не цель выставиться там, я не знаю, в Арт-Базеле или там на Соббисе. Пардон. Это не моя цель, это в принципе это какая-то одна из целей, там, пойти на какие-то большие. Моя цель — научиться владеть временем, научиться все успевать.
научиться не выгорать, научиться всегда быть в ресурсе, потому что, конечно, художнику это самое главное — быть еще в ресурсе, потому что иногда бывает такое выгорание, иногда вот просто садишься и смотришь на стену вот так вот, потому что ты понимаешь, что там ты не успел, тут ты тоже не успел, и время А что помогает идет. справиться с выгоранием? Вот, наверное, Вот как творческому человеку. я не знаю. Это вот как Мюнхгаузен, надо вытаскивать себя из болота за волосы. Хочешь, не хочешь, а просто брать себя за волосы и вытаскивать с конем. Потому что именно с конем. И с мольбертом. С мольбертом, да, потому что конь — это и есть то помещение, которое надо вести, которое надо оплачивать, которое надо постоянно искать ресурсы на него. На следующий день тебе звонит твой хистор и говорит: а ну-ка, где крошка, где отчет за прошедший, где все твои чеки? И тут ты понимаешь, что какая картина, какая выставка, какая переписка с галереей, какие художники. Тут надо стать бухгалтером, на секундочку, надо все это сделать отчет и вспомнить, что ты еще и бизнес-вумен. Вот. А это, конечно, самая малая часть. Вот. Но одна из самых важных и ответственных. Вот. Время, наверное. Время для меня — это самая главная цель — научиться им совладать. Да. Ну а как собственный опыт помогает вам в общении с вашими художниками? Вот, ну, собственный опыт художницы. Так и помогает, так и говорю. Вот там был провал, а там мне помогло это и так далее. То есть я со своими художниками говорю абсолютно откровенно и честно. Никогда им не обещаю то, чего я не смогу сделать. Я им обещаю, что я буду делать все для того, чтобы был успех. И я это делаю. Они со мной остаются, годы проходят, они приходят, и, надеюсь, и будут приходить. Потому что я их очень сильно люблю. А они меня. Ну а каким вы видите следующий этап вот развития Артек? Какие выставки планируете? Ну вот. Какие планы на 26-27 год? Да, придумаю там и татуировки, и малый формат, и ярмарочный формат хочу сделать, и фотографии. И хочу сделать очень интересный проект Инстаграма. Ну, в общем, проектов очень много. Которые надо все оформлять, надо все связывать. Не хватает, я же говорю, не хватает часов в сутках и дней в году. Но проектов много. У меня такой вот личный вопрос. Я как фотохудожник и человек, который занимается сейчас, ну, назовем меня смолянистом и керамистом, вот, я хотела бы прийти к вам в клуб. Что я должна для этого сделать и как можно, вот, даже вопрос не могу сформулировать. Да, особенно ничего не надо, просто со мной связаться. У меня есть Инстаграм, у меня есть сайт, у меня есть Фейсбук, у меня есть WhatsApp. В принципе, написать в интернете Артек БСН, у тебя сразу выскакивает мой Инстаграм. Можно там написать, и я расскажу все условия, и что надо сделать. В принципе... То есть это все реально? То есть даже я могу обратиться и получить... Нет, ну конечно. А другое дело, допустим, есть некоторые форматы, допустим, фотография. Фотография — прекрасный формат, который очень интересен для меня, но тут есть для фотографов такая немножечко проблема, потому что фотографии редко покупают. Но услуги фотографов очень востребованы. И иногда им нужно делать выставки, но он должен понимать, что вряд ли кто-то купит его фотографию. Потому что фотографию... Но купит его. Его покупают для фотосессий, для журналов, для того, чтобы потом этот фотограф пришел и его бизнес, допустим, как-то отфотографировал, может, сделал фоторепортаж и так далее. Просто, допустим, у меня была еще одна идея, я ее никак не могу реализовать, что касается фотографов. То есть у меня была идея не только сделать рест-арт, это арт в ресторане, но и сделать бьюти-арт, это сделать выставку в каком-нибудь роскошном салоне, бьюти-салоне, где проходят различные там процедуры, парикмахерская, это для фотографов. И все связано с телом. Именно с фотографом. И чтобы клиенты тоже голосовали за лучшего фотографа,
и заказывали потом его, собственно говоря, услуги. А это вообще просто необъятный поток клиентов, потому что вот так как я, допустим, недавно у меня была свадьба, и я тоже искала фотографа, я искала видеографа, ну, то есть я приходила тоже в салон, и я смотрела по сторонам, а где есть фотосессии, чьи-то фотографии со свадеб. И в этом случае, допустим, женщина, когда приходит, пока я делаю 2 часа маникюр, она смотрит по сторонам. А тут у нас раз, и конкурс фотографов. И она посмотрит, а почему бы мне не сделать эту прекрасную фотосессию на камнях или фотосессию, я не знаю, в телефонной будке? Вот мне нравится этот фотограф или этот фотограф. Она взяла, отфотографировала контакт этого фотографа и потом ему написала и сделала фотосессию себе. А фотографу, конечно, это выгодно. И очень выгодно самому бьюти-салону, потому что привлечение клиентов, потому что каждый потом фотограф говорит своим клиентам: приходите, там у меня выставка моих работ. Но я столкнулась с тем, что фотографы, скорее всего, это дорого печатать фотографии, которые ты никогда не продашь. Ну, кто в реале купит фотографию какой-то посторонней тетки на камнях? Ну, никто. То есть кроме этой тетки. Никогда. Поэтому не все фотографы готовы на такой отчаянный поступок. Я когда-то делала фотовыставку одной прекрасной фотохудожницы, но у нее были больше такие арт-фотографии, где нету акцента на самом человеке. Это были просто игра фототени, архитектуры, пейзажи, животные и так далее. И вот она сделала себе в моем помещении, в первом Артеке, сделала очень красивая была выставка, но она, конечно, очень дорого и вышла, если честно говорить. Вот. Опять-таки тоже есть такие художники, фотохудожники, как Бурулева Юля. Она тоже делала не раз у меня выставки, но она никогда не делает фотосессии каких-то конкретных людей. Она вообще печатает потрясающие фотографии. Они вряд ли когда-то продаются, а может и продаются, но в основном она продает их потом для журналов, для Vogue и так далее. И там она делает фотоэкспедиции по всему миру. И потрясающие фотографии, просто невероятные. Ты думаешь, как она их сделала? Это наверняка фотошоп. А это нет, это не фотошоп, это действительно розовый слон. Ну, очень интересные. Да, фотография — это потрясающий стиль, жанр. Но все зависит от фотографа, готов ли он печатать свои фотографии. Это все зависит от... Потому что художнику деваться некуда. Он все равно покупает холст, краски и пишет. А фотограф может продать свою работу, не печатая. Это еще дополнительный расход. А вам нравится в какой технике работать больше? Мне? Мне нравятся все техники. Я иногда... вообще нравится, конечно, масло. Масло всем, наверное, художникам нравится, потому что масло — это как лепка. Это потрясающе. Масло люблю, но иногда на этих скоростях не хватает времени, потому что масло сохнет быстро. Каждая работа маслом — это месяц, 1,5-2, и она должна работа стоять в одном месте, без пылинки и так далее. А так как у меня постоянно нету времени, поэтому в последнее время я перехожу на акрил. Но сейчас, слава богу, такая химическая продукция хорошая, что недавно написала я картину, последнюю свою картину. Это богиня правосудия Фемида. Я видела. Это восхитительно, да. Я слежу за вашим творчеством. Она просто вот по объему как твои розы. Да? Как ваши розы, извините. А они выпирают краска там на 70 сантиметров из холста. Вот, и там столько объема прям вылазит. Вот. Это акрил такое создает тоже. Конечно. Это как барельеф или надо. Даже как... Она как вот в некоторых местах как горельеф. Горельеф. Я только хотела сказать, даже больше, чем барельеф. Да. Она такая прям у меня получилась. Хотелось бы с одной стороны, вроде как необычная для меня, потому что я чаще всего беру более такие античные формы.
и классическую живопись, а она необычная, но все равно все говорят, что похожа на мой стиль, потому что там опять я возвращаюсь к своим валютам, к своим греческим профилям, и опять-таки мифология — это тоже мой конек. У меня очень много картин, они все связаны с какой-то либо греческой, либо римской мифологией. Египет очень люблю историю, очень люблю этнику. Очень люблю. Это просто хлебом не корми, дай мне туда вписать какой-нибудь многоэтапный смысл, где просто надо раскрывать и говорить часами возле этой картины. То есть мне очень сложно писать абстракцию, потому что в абстракции я не вижу столько, сколько я вижу вот в каких-то мотивах этнических и мифологических. А вот если мы будем говорить о семье, мама, супруг, сын помогают вам в вашем творчестве, в Артеке? Ой, я не знаю, это моя команда, я не знаю, что бы я делала без... Как минимум, самый мой большой сейчас помощник — это мой сын. Слава богу, ему сейчас 18 лет. Да. Он сейчас полностью перед каждой выставкой делает монтаж и демонтаж. Он, слава богу, у меня плечистый, высокий, и иногда просто ненужная стремянка. И он мне все выполняет, он мне все делает. И плюс ко всему он еще у меня подрабатывает моделью, потому что в Артеке я провожу уроки рисования с натуры. Это когда сидит человек в разных позах и его рисует. Там бывает скетчинг, бывает проработанный рисунок, бывает профиль, академический рисунок. Вы преподаете, я правильно понимаю? Иногда но раньше я по большей части. Сейчас мне просто уже не хватает часов, и сейчас я работаю с одним профессиональным художником испанским, и он приходит, и он очень хорошо, очень наглядно, очень интересно и планомерно рассказывает об анатомии, перспективы, светотени, и прям человек уходит после 2 часов уже с конкретным портретом. Вот. И сын мой иногда сидит, бедный, а может богатый, не знаю, по 2 часа, то вправо смотрит, то влево, то с копьем. Вот, он, конечно, мне очень помогает, очень. Мне очень везет, и мама, конечно. Какое счастье. Мама мне очень везет то, что она рядом живет, прямо возле галереи, она на Рамбла Каталуния живет, и она очень часто, когда мне даже не хватает времени поесть, она там приносит мне и покушать, и таперы, и, в общем, я не знаю, что бы я делала без своей семьи. Муж, конечно, вдохновляет, но так как его деятельность — это юриспруденция, он адвокат, это абсолютно так далеко от творчества, как вообще трудно представить. Но вот мы друг друга, наверное, дополняем. Он вас поддерживает, это самое главное. Поддерживает. Куда деться? Конечно, поддерживает. У него уже русская жена. Как еще и можно не поддерживать? Она же матриархат по большей части. Творческих успехов, Анна. Спасибо. Я вас люблю. И я. И жду ваших фотографий у нас. Будут. Спасибо, что посмотрели наш подкаст до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите свои комментарии. С вами была Эрика Вейс.